Привет, и этот выпуск о накладках, самым страшным, ну а если сказать точнее, самым неприятном элементе ортодонтического лечения. Накладки являются элементом брекет-системы и самостоятельной ценности не имеют. Кстати, об устройстве брекетов мы сняли отдельное видео, обязательно ставь на паузу и смотри, если еще не видел, чтобы понимать, о чем речь пойдет дальше. Итак, что же такое накладка? По сути, это чаще всего композитная или цементная пломба на зуб, но она непривычная нам пломба, она выступает как бы над этим зубом на ту или иную величину и не дает зубу смыкаться в привычном прикусе. Это и есть основное назначение накладок. Накладки могут быть разных цветов, форм, размеров, из разных материалов изготавливаться, на разные зубы ставятся в конце концов. Но смысл у них всегда один и тот же. Итак, в чем же проблема накладок? Во-первых, с ними сложнее жевать. Представьте, что у вас нормально полностью смыкаются только 4 зуба, все остальные имеют какую-то небольшую, но тем не менее щель. Всегда люди привыкают к этому и начинают жевать нормально, так как раньше, уже через неделю, но тем не менее первые дни с этим достаточно сложно. Проблема номер 2 – это дикция. Накладки – это единственная вещь в брекет-системе, которая может как-либо сказаться на дикции. У кого-то это их влияние почти незаметно, у кого-то оно больше. Естественно, это зависит и от положения накладок, и от их величины, и от того, насколько человек быстро приспосабливается. В любом случае, проблема с дикцией обычно проходит через пару дней, иногда максимум неделю. Дальше, проблема номер 3 – это внешний вид. Накладки, особенно если они ставятся ближе к передним зубам, на премолярах, и относительно сильно выступают, естественно, заметны. Соответственно, это негативно сказывается на внешнем виде, но, к сожалению, альтернатив у накладок не существует. Точнее, они есть, но только еще более громоздкие, еще более сильно влияющие на дикцию и более заметные. Соответственно, в данном случае это меньше из зол, к которым нужно привыкнуть или просто пережить. Итак, для чего же эти дьявольские штуковины используются? Основные причины 3. И номер 1 – это сугубо такая практическая вещь. При некоторых видах прикуса верхние зубы будут упираться в нижние брекеты. Это обычно возникает, если у нас глубокий прикус или большая скученность, или отдельные зубы сильно выступают из зубного ряда. Если после установки брекетов в таких случаях ничего не сделать, то вы эти самые брекеты, в которые верхние зубы упираются, просто откусите. Соответственно, накладки ставятся в таких случаях обычно на дальние зубы, и их задача устранить вот это вот преждевременное смыкание с брекетами на нижних зубах и, соответственно, сохранить их в целости и сохранности. В данном случае накладки обычно делаются не очень большого размера, на дальних верхних зубах, шестерках или семерках, и в принципе жить с ними максимально просто из всех видов накладок. Причина номер 2 также в разобщении. Это может быть нам необходимо, даже если вы не упираетесь верхними зубами в брекеты на нижних или наоборот, но если у нас имеются зубы, которые слишком неправильно стоят, то есть дистопированные, или большой перекрестный прикус. В этом случае для того, чтобы вернуть вот эти самые зубы на свое законное положение, мы должны прикус разобщить, то есть устранить смыкание зубов вот в этом месте, иначе при движении зубов в их конечную точку они неизбежно упрутся в противоположно стоящие зубы и движение застопорится. И причина номер 3 – это терапевтические накладки, которые используются именно в лечебных целях. Обычно мы их ставим на премоляры, то есть боковые зубы, и они могут быть довольно объемные по величине. Используются они при дистальном прикусе, о котором, кстати, снято отдельное видео, а именно, когда у нас есть вынужденное, то есть неправильное положение нижней челюсти, когда мы хотим ее сдвинуть вперед или в бок при перекрестном прикусе и так далее. В этом случае нам накладки необходимы для того, чтобы в новом прикусе мы смыкали зубы и таким образом, чтобы возникали у нас контакты именно в нужных местах. То есть накладки – это некое такое направляющее, которое позволяет вам и вашим мышцам понимать, как именно нужно держать челюсть и каким-то образом приспосабливать человека к новому прикусу. Без них это сделать очень сложно. Есть альтернативы в виде ортотиков, сплинтов и так далее, но это, во-первых, намного дороже, требует отдельно подготовки к ортодонтическому лечению, либо разрыва самой ортодонтии. То есть примерно это еще плюс полгода к ортодонтии и плюс от 60 до 30-40 тысяч ко всей стоимости ортодонтии в зависимости
зависимости от ценовой политики вашей клиники. Кроме того, к накладкам относятся и накусочные площадки на резцы или клыки. Это такие конструкции, обычно они металлические, но бывают и из композитного материала, которые не дают передним зубам полностью смыкаться. У них функций тоже несколько. Обычно, во-первых, они могут препятствовать смыканию преждевременному зубов с брекетами, как в причине номер 1. Кроме того, они немножко депрограммируют мышцы и позволяют нижней челюсти занять более правильное положение. В этом плане они менее эффективны, чем накладки из третьего пункта, которые делаем мы на премоляры. Соответственно, накусочные площадки мы почти не используем, но некоторые коллеги их используют достаточно эффективно, и в ряде случаев они вполне могут быть полезными. Подводя итоги, хочу сказать, что накладки — это очень серьезный и универсальный инструмент, который нужен в ряде ситуаций. К сожалению, альтернативы им фактически нет. По крайней мере, альтернативы, которая не будет дороже и не будет сложнее в ношении. Соответственно, у пациентов на данный момент не существует выбора, нужно только привыкнуть к накладкам, пережить этот момент и, соответственно, наслаждаться затем правильным и качественным ортодонтическим лечением. На этом мы с вами прощаемся, до встречи в новых видео, до свидания.